Всех тотальнейше приветствую. Уже как 3 года закончился мультсериал My Little Pony Friendship is Magic. Замечательный проект, ставший одним из главных анимационных событий своего времени, внесший огромный вклад в мировую интернет-культуру. Вопреки, казалось бы, детской направленности, в нем были моменты и действительно грустные, But the apples are my family now, too. и жуткие, и эпичные. И часто на восприятие этих моментов влияли злодеи. Да, МЛП успел представить нам огромный список негодяев всех мастей. Большие и маленькие, смешные и ужасающие, одиночки и командные игроки. В качестве этой дани уважения я собираюсь создать серию роликов, что-то вроде топа, в каждом из эпизодов которого будет разбираться один из антагонистов шоу. Тут же стоит обозначить пару важных моментов. Во-первых, этот топ является моим личным мнением, которое может, особенно на высоких местах, не совпадать с вашим. Во-вторых, здесь будут разбираться только крупные злодеи, игравшие важную роль в своих сезонах. Однако, перед первым местом будет присутствовать блок достойных упоминаний, где я разберу несколько занимательных фигур, не попавших в основной список. В-третьих, здесь будут злодеи только из основного сериала. Никаких комиксов, фильмов и побочной продукции. И, наконец, в-четвертых, при определении места учитываются только те моменты, когда персонаж был злодеем. То есть условный Дискорд будет судиться только по тем участкам, где он выступает антагонистом, а все после его перевоспитания выносится за скобки. Теперь, когда все точки расставлены Я только что просрал отличный дубль. И теперь, когда все точки расставлены над «и», мы можем начинать. На последнем, 8-м месте списка находится Пони Теней, главный злодей 7-го сезона МЛП. Огромный черный монстр, чья единственная цель – погрузить весь мир во тьму. Более 1000 лет назад он был заключен в Лимбо с 6 столпами Эквестрии. Однако из-за действий Твайлайт Спаркл печать была разрушена, и чудовищная тень вернулась, намереваясь воплотить свой план в жизнь. Пони Теней крайне высокомерен, он любит демонстрировать слабость своих противников, однако никогда не заходит в этом деле слишком далеко, не совершая ошибок типичных антагонистов, которые из-за собственного самомнения позволяют героям победить. Злодей обладает внушительным арсеналом способностей, большинство из которых крутится вокруг строения его тела. Он представляет собой огромную массу жидкой тьмы, постоянно переливающуюся, бурлящую и текущую, постоянно изменяющуюся концентрацию злобы, внутри которой сокрыто истинное тело Пони Теней. Находится оно в чем-то вроде небольшого замкнутого пространства, куда при достаточной силе могут войти сторонние существа. Это является значительной слабостью, так как враг может теоретически просто вырвать настоящее тело Пони Теней из его демонической оболочки, что и произошло в сериале. За счет контроля формы, Пони Теней может отращивать крылья для полета, прыгать на невероятные расстояния и создавать множество щупалец, которыми он выстреливает аки-гарпунами, легко пробивая камни. Монстр показал себя могущественным магом, и даже в ослабленном состоянии он мог сойтись энергетическими атаками с сильнейшими волшебниками в истории. Однако самой запоминающейся способностью Пони Теней является поглощение света. Он может буквально высасывать освещение окружающего пространства, за секунды погружая местность в кромешную тьму. Одно лишь его появление заставляет небо заволакиваться черными тучами. Тьма увеличивает могущество Пони Теней, из-за чего, выпавшись из Лимбо, он сбежал в самые темные места планеты, наращивая в них утраченную за тысячелетия заточения силу. Набрав достаточно сил, Пони Теней может искривлять окружение, буквально высушивая и обесцвечивая его, а на пике своих сил способен погрузить весь мир во тьму, забрав у всех существ их воспоминания и надежду, оставив только отчаяние. Так как же именно он получил свои внушительные способности? Более чем за 1000 лет до начала мультсериала будущий Пони Теней был известен под именем Стиджан. Он жил в мире гораздо менее приветливым и безопасным, чем нынешний.
Тогда еще не существовало сил, способных защитить обычных пони от монстров и чудовищ, спокойно пировавших в эту эпоху бесконечной разрухи. К действиям Стиджана подтолкнула атака Сиэн, существ, способных управлять чужим сознанием своей волшебной музыкой. Молодой единорог не имел каких-либо особых способностей, и чтобы противостоять монстрам, он собрал 6 героев, которые впоследствии стали известны как 6 столпов Эквестрии. По сути, Стиджан создал костяк цивилизованного мира, команду, ставшую легендой, вдохновляющей существ спустя тысячелетия. Благодаря его помощи столбы смогли победить сирен и изгнать их в мир без магии, как выяснится позднее, человеческий мир. Однако, пусть Стиджан и помогал героям в приключениях, являясь их тактиком, который разрабатывал стратегии и находил всю информацию о будущих врагах, он не обладал силой, никогда не получал должного признания. Именно поэтому он решил воспользоваться древней магической структурой под названием Понхендж, чтобы скопировать артефакты остальных столпов и стать достойным членом команды. Однако он допустил ошибку, взяв волшебные предметы без спросу. Столпы решили, что Стиджан захотел украсть артефакты себе, и изгнали его. Именно в этот момент, опозоренный, лишившийся друзей и поддержки, Стиджан встретился с тьмой. Тьма предложила ему силу, и единорог согласился, став ее вместилищем, монстром, известным как Пони Теней. С новым могуществом он вернулся к бывшим друзьям ради мести, и тем пришлось использовать Понхендж, чтобы запечатать Пони Теней в Лимбо, пространстве меж мирами, где время стоит на месте. Однако цена победы была велика. Вместе с Пони Теней столпы запечатали и самих себя, исчезнув из мира более чем на 1000 лет. Уже во времена событий сериала главная героиня, Твайлайт Спаркл, искала информацию о своем кумире и по совместительству главе столпов, Старсвирле Бородатом. Вместе со своими друзьями она смогла обнаружить Понхендж и вернуть былинных героев из Лимбо. Однако вместе с ними из пространства за ширмой времени вернулся и Пони Теней, как никогда готовый воплотить свои планы в жизнь. Из-за ослабления, вызванного длительным заточением, он был вынужден отступить в одно из заброшенных поселений на отшибе обитаемого мира. Там монстр засел в подземных палатах, тех самых, где ему в первый раз явилась тьма. Там же он дал последний бой 6 главным героиням, столпам Эквестрии и Starlight Glimmer, о которой мы еще поговорим, там есть что обсудить. Так или иначе, Starlight и Twilight смогли прорваться внутрь Пони Теней и поговорить со Стиджаном, доказав столпам, что он изначально хотел не украсть их артефакты, а скопировать, чтобы стать полезнее. Поняв это, столпы вместо того, чтобы изгонять Стиджана, смогли вырвать его из Пони Теней и запечатать в Лимбо только оставшуюся тьму. К тому же, им самим не понадобилось жертвовать собой, так как в этот раз они использовали силы гармонии, чтобы помогать, а не запирать. Вот так и подошла к концу история Пони Теней, монстра, который родился из недопонимания и был побежден, когда оно оказалось разрешено, позволив Стиджану вновь воссоединиться со старыми товарищами. А сейчас давайте двинемся к заключению. Почему Пони Теней стоит на последнем месте? Ответ прост. Он плохой антагонист. Пони Теней не внушает угрозы. Нам постоянно говорят о том, что он опасен, о том, что он является угрозой всему миру, о том, что он могучий гоняет стаи туч. Но когда мы доходим до дела, все становится очень грустно. Просто возьмем его первое полноценное появление. Пони Теней встает, пафосно смеется, а смех у него, признаться, что надо. Атакует Старсвирла и получает по лицу от Твайлайт. Он не сдается, атакует снова и получает по лицу от Твайлайт плюс Старлайт. После чего убегает с криками. Первое впечатление, самое важное. И мы имеем злодея, который ничего не сделал, дважды поймал маслину и убежал, кидаясь угрозами, чтобы потом появиться только в самом конце и быть буквально слитым за 2 минуты. Да, нам обмолвились, что он был ослаблен, однако у нас уже были злодеи, находившиеся не в лучшей форме. Тирок, одна из лучших сцен которого происходила в момент, когда он был буквально никем в плане силы. Сомбра,
который на протяжении всего своего дебюта не имел даже полноценного тела и все равно внушал ужас. Я даже не говорю о том, что позже были злодеи, которые прекрасно ощущались, хотя даже на пике сил были слабее героев. Авторы показали и до, и после Пони Теней, что они могут делать впечатляющих мерзавцев, но тут они просто не захотели. И главное, видно почему. Потому что финал 7-го сезона не про злодея. Собственная арка Пони Теней посвящена не ему, а тому, как Старлайт узнает его прошлое и убеждает Старсвирла поговорить с ним, вместо того, чтобы изгонять. Здесь вскрывается еще один неприятный момент. Герои не могли проиграть. Буквально, у них с самого начала были элементы гармонии, которые 100% победят Пони Теней. Прям точно, и он ничего им не сможет сделать. Это как говорилось, так и показывалось. Вопрос стоял не в том, как победить Пони Теней, а в том, стоит ли нам разнести его просто или сначала дать ему объясниться. Не помогает делу и некоторая вторичность Пони Теней. Его цель погрузить мир во тьму почти идентична цели Nightmare Moon устроить вечную ночь, а его теневая структура тела крайне похожа на дымчатую форму короля Сомбры. Создается ощущение, что Пони Теней — это этакий Франкенштейн, собранный из остатков наработок для других антагонистов. Он не показывает ничего нового, ограничиваясь злым монстром зла из зла, чьи речи про тьму к середине арки просто надоедают и начинают звучать как писанина из фанфика начинающего писателя-подростка. Хотя, казалось бы, My Little Pony позволял себе показывать и рабство, и войну. Из демонстрации чернухи у него все не так ограничено, как могло бы показаться неосведомленному человеку со стороны. По итогу, подобно тому, как сила Пони Теней была ограничена печатью в сериале, его интересность как персонажа была ограничена волей сценаристов, сместивших фокус на другие приоритеты. До новых встреч!